Утро, друзья, 24 июня. Зашла я в теплицу, переключаюсь с огурцов на арбузы. Да, ну как можно переключиться на арбузы, когда здесь вот такой висит виноград. Вот такие у него кисти. Первый раз у меня растет такой виноград. Это пальчик, он очень темный должен быть, синий. И он кишмиш, он должен быть без косточек. Так что я надеюсь, он у меня вырастет. Под ним растет арбуз. Конечно, арбузу тут не камильфо. Темноватенько, холодноватенько. И, наверное, питания не хватает. Ну ладно, вернемся к другим арбузам. Тут какие-то арбузы плетутся прямо по винограду. Какие-то вот сегодня будут цвести. Наверное, я все-таки его опылю. Сегодня 24 июня. Ну, нормально будет. Так. Честно говоря, в эту теплицу я заходила вчера. Поэтому особого восторга я уже не высказываю. Потому что он у меня весь прошел вчера. Потому что арбуз тут живет своей жизнью. Сам себе опыляется. Арбуз молодец, потому что вот этому плодику, ну, от силы 2-3 дня. Он очень быстро растет. Вот еще плодик завязался, похоже. Ну, надеюсь, что завязался. Интересно, что когда плодик завязывается арбуза, у него тут же вырастает вот эта вот часть, и он опускается вниз. То есть, если сейчас найду женский цветочек, женский цветочек, во, нашла. Вот, смотрите, он растет вверх. И вот если он опылится, он тут же опустится вниз. А если он не опылится, он так и останется торчать вверх. Да, растет потихоньку, появляются тут какие-то пятнышки, хотя это уже старые. Вот видно, насколько вырос. Вчера я зашла, когда я, конечно, подкрутила плети, потому что, ну, жалко было, я боялась, что они, вот вдруг они именно за ночь и переломятся. И вот одна плеть осталась, вот видно, насколько она выросла. Быстро очень растут, внизу быстро растут. Думаю, вот там щель у меня, может быть, все-таки я какие-то выпущу на улицу, чтобы здесь не загущать, потому что, когда плети сильные, может быть, они дадут больше арбузов. Вот. Хочу попробовать вывести на улицу пару плетей. Посмотрим, что из этого получится. В общем, те арбузы, у которых было тепло в ножках, они продолжают расти. Сегодня, когда сойдет роса, надо будет поубирать вот эти вот лишние пасынки, которые растут вверху. Вот он за неделю отрос, у него 2 листика, голова. И я сделаю им всем секир-башка. Потому что мне нужно, чтобы росли те пасынки, которые растут снизу. Ой, мамочки дорогая, я тебя еще не видела. Привет. Честно говоря, не хотела опылять, пока не вырастут сильные плети, потому что, вот, например, у этого растения плеть не очень сильная. Ну что тут всего-то ничего. Но арбузик уже начал расти. Значит, он будет не крупный. Ну, ничего страшного, зато он будет ранний. А если с плетью все будет в порядке, если будет хорошая погода, плеть не заболеет, он завяжет мне еще. У меня такое уже было, потому что арбузы привитые. Сил у них должно хватить. Вот там сорняки пролезают. Вот еще арбузик завязался. Красавцы маленькие. Эх, арбузики это хорошо. Единственное, что сейчас, конечно, в моем лесу определить, где какой сорт, очень сложно. Я вверху подписала вот тут вот все веревочки. У меня сорта написаны. Это мулат. Вот это мулат. Вот такие у него, кстати, листья странные. И именно в этом месте. Наверное, не хватает калия. Все очень непонятно. У огурцов калия хватает. Рядом в точно таком же поливе арбуза им калия не хватает. А может, еще какая проблема. Так, что у нас тут? Мы возвращаемся вот к тем арбузам, которые пережили зиму и 9 мая. И как-то они очень-очень хиленькие и слабенькие. Ну, поскольку это теплицы, я думаю, они все равно дорастут. Дорастут до, ну, в сентябре дадут урожай. Не в августе, так в сентябре. Вот сюда уже практически доросли плети с мощных, которые плетей, вот там вот арбузы, которые хорошо растут. Так что эту территорию я заполню. Тут укроп пока растет, как раз на те огурцы на консервацию. Какая красота у меня тут растет. Я сейчас покажу, посмотрите. Это у нас Турция, у нее съедобные цветы, но я, честно говоря... Ух ты, кабачок. Мамочки, смотрите, что здесь творится с кабачком.
Это потому, что его опыляет. У меня папа приходит, и каждый день их, каждое утро у него такой ритуал. Он берет мужской цветочек, срывает его и опыляет им женский. И поэтому у нас кабачки не гниют, они растут, они гниют. Вот там какие-то завязи поотваливались, даже не знаю, по какой причине они поотваливались. Вот. Ну и бог с ними. Потому что вот тут все прекрасно растет. Вот такая красивая настурция. Лососевая, такая желтенькая. Не знаю, передается ли цвет по видео, но очень красиво. Да. Вообще, конечно, летом в теплице очень приятно. Здесь полно сорняков. Это бутылки не просто так лежат. Это лежит с метальдегидом. Вот. Слизниед. От слизней. Потому что капуста выглядит получше в этой теплице, чем в той. Смотрите, какая она плотная. Еще немножко, еще пару недель можно будет ее съесть. Листья вот эти я пообрываю, конечно, нижние. Вот так. Для того, чтобы она не затеняла мои арбузики. Ой, и занимала поменьше места. Но я смотрю, что метальдегид слизням не очень нравится. Им значительно больше нравится. Пообрывала листья. Больше значительно им нравится капуста. А вот остался один качан салата айсберг. Вот в прошлом году у меня случилась подобная ситуация. Он долго не стоит. Вот он вот такой созрел, айсберг, и его нужно срезать. Он дальше не растет, он дальше просто загнивает и пропадает. Не знаю, у меня в прошлом году они росли на улице, а в этом году в теплице. Но ситуация очень похожая. Я в прошлый раз сорвала 3 кочана, а в этот раз вот один остался, надо его тоже собрать, потому что он вот такой. Внутри он будет хороший, вкусный, хрустящий, очень сладкий салат айсберг, мне очень нравится. Но он совершенно не ждет, пока его сорвут, то есть он поспел, и тут же надо его срывать, иначе он пропадет. Так что вот так поживает бахча. Есть чем тут на ней заняться. Сорняков на ней, конечно, нет. Но зато, смотрите, вот растет подвой. Вот откуда он взялся, не знаю. У меня сейчас нечем его обрезать, но я его обрежу. Вот. Одну голову оторвать ему, конечно, сейчас я оторву, но этого мало. Ему нужно... Тогда оставлю пару листиков. Вот от него, по-моему, пошел еще... А, нет, это арбуз растет. Вон он еще маленький красавец. Да, я смотрю, в этом году много завязалось именно на полу. Плети пошли по полу. Я не стала все подвязывать. И вот на полу завязалось много арбузиков. Вот, кстати, смотрите. Вот арбузик, который не завязался. И он не опустился вниз. У него так башка смотрит в сторону. Я его уберу, потому что все вот эти завязи в сырую погоду могут вызывать болячки. А вот растет цветочек. Женский, который надо опылять сегодня. Так что позитив в этот раз больше, чем негатива. Ну, точнее, негатива я, честно говоря, пока не вижу. Все очень-очень вкусно. Все постаралась. За неделю наросло. Ждало хозяйку. Все растения молодцы. Спасибо вам большое. А всем вам удачи. Всем, кто досмотрел до конца. Огромных, достойных урожаев. Хорошего настроения и всего самого наилучшего. Пока-пока.